Цифровой рубль. Чего ждать бюджетникам и пенсионерам? Удастся ли нам избежать последствий появления нового рубля? Как сохранить заработанное? Как не потерять то, что еще будет заработано? Что будет с кредитами? Как не дать себя обмануть уже завтра? 4 из 10 россиян не понимают, что такое цифровой рубль, пишет ТАСС. Ничего не понимаю. Результаты опроса показали, что 38% жителей РФ не понимают принципа работы и назначения новой формы денег. А 28% вовсе не хотят ими пользоваться, так как не доверяют новому финансовому инструменту. Только оставшаяся треть россиян готовы использовать новую валюту, причем часть из них лишь в случае необходимости. По данным свежего социсследования РАЦИТ, среди тех, кто знает что-то о цифровом рубле и его преимуществах, говорят только 4%. О недостатках говорят уже 15% россиян. Причем в их числе называется целый перечень цитат из конспирологических теорий заговора. Цифровой концлагерь, мы все умрем. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Среди знающих о цифровом рубле планируют его использовать только 15%. Не хотят 62%. Кому и зачем он нужен, этот цифровой рубль? Какие плюсы нам обещают, какие минусы видны нам уже сейчас? Плюсы. Можно забыть о комиссиях, которые банки берут за переводы. Деньги будут переводиться без задержек в любое время суток. Значительно ниже риск пропажи денег из-за банкротства банка. То есть, если коммерческий банк рухнет, то все цифровые рубли вам все равно выплатит Центральный банк. Операции цифровым рублем можно будет проводить офлайн, без интернет-связи, с помощью устройств цифровых кошельков. Главным следствием введения цифрового рубля для банковской системы будет в том, что он может привести к вымыванию депозитов из банков РФ. Часть рублей будет переведена в цифровую форму и уйдет с балансов банков на баланс ЦБ. Речь идет о деньгах физлиц на счетах банковских карт. Это окажет давление на процентные ставки банков по вкладам. На фоне снижения предложения денег у банков, деньги банки будут вынуждены привлекать дороже. Проценты по вкладам, скорее всего, возрастут. Не понял. Ну, очень интересно. Цифровой рубль будет поддерживать смарт-контракты. Деньги будут цветными. Об этом свойстве цифрового рубля мы объясним в следующем видео. Подписывайтесь, чтобы это не пропустить. Все зачисления в цифровых рублях можно будет настроить таким образом, чтобы выделить остаток, который в любом случае не может быть взыскан в счет погашения долга кредиторами. Взыскатели долгов научились обходить закон о защите прожиточного минимума, предъявляя исполнительные листы напрямую в банк должника или в пенсионный фонд. Вот при наличии выплат в цифровых рублях списывать все до копейки взыскатели уже не смогут. Теперь о минусах. Отсутствие анонимности в расчетах, их прозрачность позволяет отследить историю всех транзакций по конкретному вашему кошельку. Центральный банк будет видеть, куда именно ушли средства. Товарищ майор будет знать о вас все. Что, когда и сколько раз. Значит, если вы не хотите афишировать какие-то покупки, затраты, выделите для этого сумму денег в других видах рубля и сделайте это своей привычкой уже сейчас. Небольшая рекламная вставка. Мягкие окна, тенты и чехлы вы можете заказать в компании Окна Тент. Контакты в описании. Проценты по депозиту. Процентов нет. То есть цифровые рубли нельзя положить в банк в качестве сбережений. А инфляция на них действует так же, как и на обычные рубли. На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую. Ну, значит, в первую очередь тратьте цифровые рубли, а сберегайте уже другие виды рублей. Взыскание судебных приставов. Ну, тут, я думаю, все понимают, что укрыть цифровой рубль от судебных приставов вы не сможете. Все долги с вас будут взысканы. Поэтому, если у вас есть кредиты, которые вы не можете выплачивать, то ищите такую работу, где зарплата будет не в цифровых рублях. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Ипотека.
Будут ли банки брать в оплату за ипотеку цифровые рубли? Вот тут, с одной стороны, рубли в разной форме вроде как равны. Но проценты по цифровым рублям не начисляются. И поэтому, получив цифровой рубль, банк не сможет их опять выдать. Поэтому согласится ли банк принять в оплату от ипотечника цифровой рубль или будет требовать нормальных денег? Пока этот вопрос остается открытым. Может быть. А может и нет. Безопасность. ЦБ может следить за всеми переводами цифровой валюты и при желании автоматически останавливать подозрительные транзакции, рассматривая их как мошеннические. Говорят нам в качестве одного из плюсов цифрового рубля. Но как будет реализована эта схема? Вот вам простой пример. Мошенники смогли обманным путем заставить вас перевести цифровые деньги на их подставной счет. В ту же секунду они перевели эти деньги в оплату за автомобиль. И на следующий день продали этот автомобиль за наличные рубли. И все. Кто будет возвращать вам украденные цифровые деньги? Центральный банк? Сомнительно. А если Центральный банк все-таки обяжут возвращать, и он захочет действительно контролировать ваши переводы, то подтверждать и проводить переводы будут днями, а может неделями, запрашивая все возможные подтверждения. Не так ли? Усы, лапы, хвост! Ну вот мои документы. И как быть тогда с обещанными мгновенными переводами? В итоге придется чем-то пожертвовать или вашей безопасностью, или скоростью переводов. Как сейчас реализованы безопасность? Как можно сейчас потерять уже ваши цифровые сбережения? Пример, взломанный с помощью социальной инженерии Сбербанк. Когда вы сами говорите мошеннику все ваши данные. Примеров, когда мошенники даже у опытных финансистов сейчас крадут миллионы рублей, полно. И что после этого говорить о простых пенсионерах? Мошенники за 4 месяца выманили у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы почти 45 миллионов рублей. У эксперта Центробанка мошенники заставили перевести им 1,6 миллиона рублей. А новые технологии? В США мошенники за 2022 год украли около 11 миллионов долларов у ничего не подозревающих людей, подделав голоса близких, врачей, юристов с помощью нейросетей и искусственного интеллекта. С тобой все в порядке? Все нормально. Жив-здоров. Нет, правда, все хорошо. Джанел, что там с Вульфи? Я слышу, он лает. Что с ним? Ничего такого. Все нормально. Модели искусственного интеллекта, разработанные для точной имитации голоса человека, уже сейчас облегчают злоумышленникам возможность выманивать у уязвимых людей все их деньги. Третий пример. Суд оштрафовал Ростелеком на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных абонентов и сотрудников. Стоимость записи о каждом человеке в этой базе для Ростелекома составила 7,3 копейки. Качество хранения данных в госучреждениях притча во языцах. Поэтому о ваших тратах будет знать любой, кто купит очередную базу из утечки. В результате всех вышеперечисленных дыр в безопасности вы же можете потерять и не только деньги. Все ваши сомнительные расходы станут достоянием ваших соседей и коллег. Публикация ваших расходов на Pornhub, вискарик, подарок коллеге по работе, расходы на венеролога, аренда сауны не избегнут внимания ваших бабушек у подъезда. Вот теперь они будут точно знать, кто в подъезде наркоман, а кто проститутка. Проститутки! Значит, все ваши расходы в цифровом рубле должны показывать вас святее Папы Римского. Во избежание, так сказать. И еще один совет. Появится возможность окрашивать. Окрашивайте ваши цифровые рубли, чтобы их нельзя было потратить не по назначению. Если вы эти деньги на еду, то перечислить мошенникам вы их уже не сможете. И об этой возможности мы будем рассказывать в следующих видео. Подпишитесь, чтобы не пропустить. А вот как на обычного гражданина может повлиять история вашего цифрового рубля, если эти деньги были ранее засвечены в незаконных махинациях? Тут мы не смогли найти информации. Заберут ли у вас эти деньги? Нет. Вопрос остается открытым. А это рай для транжир. С цифровыми рублями легче расставаться. Покупки превращаются в игру, и вы расходов не чувствуете руками. Вы не видите процесс убывания денег в кошельке. Траты перестали ощущаться через толщину пачки денег и перестали ужасать. Большинство людей деньги в кошельке ощущают, а вот циферки какие-то нет.
Поэтому теперь вам нужно будет еще аккуратнее планировать траты ваших маленьких денег на товары по современным большим ценам. Перевод рублей из одной формы в другую. Как это будет? Нам обещают, что цифровой рубль будет меняться к другим видам рублей один к одному. Так ли? Напомню, что основной смысл цифрового рубля для государства — возможность его окрасить. Ограничить возможность потратить этот рубль каким-то условиям. К примеру, выделенные по субсидии цифровые рубли можно будет потратить только на лекарства и ни на что иное. И так далее. А значит, обычный рубль уже будет более ценен, потому что у него не будет никаких ограничений. Ну и вот вам исторический пример. 250 лет назад в России были введены в обращение первые бумажные деньги. Ассигнационный бумажный рубль должен был иметь равное хождение с серебряным рублем. На ассигнации наносилась надписи: «Действует к пользе оного, любовь к отечеству». Ура! Ура! С 1780 года запретили ввоз и вывоз ассигнаций за границу, и бумажный рубль перестал быть конвертируемым. В дальнейшем увеличилась эмиссия ассигнаций, и со второй половины 1780-х годов началось резкое понижение курса бумажных денег. Появились две цены. Отныне в стране существовало две независимые денежные единицы. Серебряный рубль, обеспеченный запасами драгметалла в казне и равный 100 серебряным копейкам, и ассигнационный рубль, не обеспеченный ничем, кроме доверия населения к власти. Усиленный выпуск ассигнаций, превысивший обеспечение, привел к постоянному падению курса, которое только усиливалось на фоне нестабильности в экономике и войн, тогда с Турцией. В 1786 году прекратили свободный обмен ассигнаций на серебряные рубли. В результате в 1810 году, уже через 14 лет, курс серебряного рубля к ассигнациям составлял 300 копеек. То есть за 1 рубль серебром просили уже 3 рубля ассигнаций за 14 лет. Еще аспект. Цифровому рублю не обрадуются банки. Конвертация безналичных средств в цифровые лишит их некоторых видов прибыли и сократит оборотные средства. Потери придется компенсировать, повышая плату за другие услуги и снижая проценты по вкладам. Вам будут навязываться дополнительные услуги, ненужные страховки, подписки на сервисы и так далее. Исходя из всего сказанного, возможность легко конвертировать средства из цифрового рубля в наличные и безналичные рубли в банках один к одному я бы уже сейчас поставил под сомнение. Ну и поэтому в первую очередь я бы тратил именно цифровые рубли, приберегая нормальные рубли. Ну и влияние на малый бизнес. Смерть одних и обязательный рост цен у всех остальных. Так как теперь налоги будут добавлены к цене в обязательном порядке. Вот что общего у пенсионерки, торгующей фруктами у метро, и учительницы, подрабатывающей репетиторством? Это все теневая экономика. С точки зрения государства их доход не учитывается официальной статистикой, а значит находится в тени. Под теневой экономикой часто понимают какой-то криминал, но это не всегда верно. Да, преступность можно отнести к теневой экономике, но только если речь идет о каких-то невыявленных преступлениях. А в массе своей сдача квартир, автосервисы в гаражах, вязание носков на продажу бабушкой, массаж на дому, разведение породистых котиков — вот это и есть теневая экономика с точки зрения государства. Вот простой пример. Что будет с вашим парикмахером? Допустим, стрижка раньше стоила 100 рублей. Вы брали 100 рублей, приходили в парикмахерскую, платили. В итоге 50 рублей шло организатору парикмахерской, 50 рублей получал мастер в конвертике. В итоге ваша красивая прическа вам обходилась в 100 рублей. Что будет сейчас? Налог на зарплатный фонд в России 49%. Значит, для того, чтобы 50 рублей выплатить мастеру, организатор парикмахерской должен заплатить 49% от этой суммы. 49% от 50 это 25 рублей. Значит, теперь зарплата мастера, чтобы она осталась 50 рублей, и чтобы еще государству досталось
25 рублей налогов, значит, должно откуда-то взяться 75 рублей. Значит, организатор парикмахерской получает свои 50 рублей, в любом случае, там, аренду ему, за расходники, за инструменты, кресло купить, там, ремонт сделать. Он меньше не может получать 50 рублей. Мастер тоже не может получать меньше 50 рублей, потому что у него тоже свои расходы, дети и так далее. Ну и государство не может получать меньше, чем 25 рублей, потому что вы рассчитались цифровыми рублями. И уже как раньше в конвертике заплатить мастеру не получится. Значит, в итоге 50 рублей, 50 и 25 получаем, что новая цена стрижки составит 125 рублей. То есть вывод, что цена вырастет как минимум на размер налога. И вот этот добавочный размер налога заплатите вы. Никто другой, ни мастер, ни организатор, вы. Вот помимо этого, конечно, вырастут еще налоги у организатора каким-то образом. То есть ему тоже нужно будет что-то в белую там обязательно показывать, платить. Но даже вот этих 25 рублей уже становится понятным результат введения цифрового рубля. Вот теперь вот цены вырастут у всех, потому что цифровой рубль выйдет из тени каждого. Поэтому если у вас были какие-то планы на серьезные покупки, лучше сделать эти покупки до появления цифрового рубля. Почему, вы видите сами. С какой скоростью мы увидим цифровые рубли? В силу разной скорости распространения инноваций, банковские карты, к примеру, все еще не принимают в некоторых магазинах в регионах. Поначалу цифровой рубль будет только в больших городах и не скоро проникнет в глубинную Россию в силу отсутствия необходимой инфраструктуры. Но это будет только при условии, что цифровыми рублями не будут выдаваться пенсии и зарплаты бюджетникам. Как только это произойдет, цифровой рубль распространится повсеместно и очень быстро. Востребованность цифрового рубля будет зависеть от путей и способов его введения, рассуждает эксперт Тарасов из Россельхозбанка. Например, если средства по госзаказу будут предоставляться в цифровом виде, а также выплачиваться зарплата бюджетникам и социальные трансферты, то он может очень быстро войти в ежедневное использование и завоевать популярность. А что сейчас происходит в соседних странах, у нашего большого брата? Бюджетников в Китае уже с мая начнут платить зарплату в цифровых юанях. Пока эксперимент затронет жителей только одного города, Чаншу. Цифровые юани уже интегрированы в платежные системы и сервисы Китая, поэтому бюджетники смогут оплачивать товары и услуги как обычными деньгами. Но и вытеснит ли цифровой рубль остальные деньги? Мой ответ – нет. Хотя потому, что на цифровой кошелек не начисляются проценты, как у банковского депозита. И хранить свои деньги вы точно будете не в цифровых рублях. Поэтому какие-то рубли помимо цифровых точно останутся. Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличными абсолютно неправда, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Своей криптовалюты у России не может быть по определению. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет. Это просто еще один способ расчетов, пояснила она. А что говорят ее коллеги? Что происходит у наших партнеров? В Великобритании закрылась треть банковских отделений. Страна массово переходит в цифру. Более 4000 отделений закрылось за последние 7 лет. Многие жители старшего возраста остались без физического доступа к услугам, пишет National World. В Швеции отменяют наличные деньги. Шведский рынок розничных платежей быстро уходит от наличных денег. Стоимость наличных денег в обращении уже сейчас снизилась до 1% от ВВП Швеции. Наличные дороги в обращении, они их отменяют. Все платежи цифровым евро будут отслеживаться, поделилась председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе приватного разговора. Неотслеженными останутся только мелкие трансферты в размере 300-400 рублей, заявила она.
Набиуллина говорит, что для граждан, которые не пользуются смартфонами и онлайн-банками, цифровой рубль будет недоступен. Мы живем в свободной стране. Хотя у нас очень цифровизированная финансовая система, 78% платежей граждан уже сейчас происходит в безналичной форме, всегда останутся ситуации, когда будут нужны наличные, подчеркнула глава ЦБ. Верить?